Истоки ювелирного искусства казахов восходят к эпохе бронзы, сакскому, усуньскому, гунскому и тюркскому периодам. В основе сиаметической структуры ювелирных изделий лежит магически религиозная основа, восходящая к глубокой древности. Со временем многие компоненты магического значения трансформировались и стали производными для маркировки возрастных, имущественных и территориальных различий. Украшения стали употребляться для придания нарядности и торжественности облику, однако многие магические представления, связанные с определенными категориями украшений, устойчиво сохранились в народной памяти. Особенностью ювелирного искусства казахов было отсутствие цехов, что предопределялось кочевым образом жизни. Работали кузнецы и ювелиры в мастерской, под которую в оседлых районах приспосабливали придворную постройку. Летом работали во дворе под тентом. В сознании казахов мастерская считалась сакральным местом. Здесь запрещалось говорить о дурном, сквернословить, нельзя было кричать, перешагивать через наковальню, меха и другие инструменты. У казахов также бытовало представление о чудодейственной силе кузнецов и ювелиров. Мастерство передавалось по наследству, и симптомы пробуждения дара к данному ремеслу были чем-то сверхъестественным. Среди казахских металлообработчиков были мастера-зергеры, изготовлявшие только ювелирные украшения. Они владели более специализированными инструментами, численность которых доходила до 200 единиц и более. Инструменты обычно выполнялись кузнецом из железа, реже из бронзы. Вместе с некоторым страхом и почтением к атрибутам ювелиров-зергеров у казахов существовала вера в их целебное и охранное свойство. Издавна существовало у казахов представление о магической силе наковальни. Наковальня осмысливалась как голова производственного процесса, в связи с чем наделялась большой энергией. В качестве материала зергеры использовали в основном серебро с небольшими добавками меди, олова, что было необходимо для придания твердости и прочности. Реже использовалось золото для богатых людей и медь для бедных. Серебро применялось как местное, так и привозное, которое приобреталось на ярмарках. Важное место в ювелирных изделиях отводилось цветным, реже драгоценным, чаще полудрагоценным и поделочным камням, также наделявшихся в сознании казахов магическим значением. В производственном процессе зергеров всем приемам обработки металла предшествовала ковка кактау, когда сполна использовались упругость и пластичность серебра. Серебро ковалось в горячем и холодном виде, а золото лишь в холодном, из-за его мягкости. Благодаря ковке материал изделий становился прочнее, а фактура приобретала некоторую неровность, что акцентировало рукотворность предмета. Кованые изделия часто декорировались способом чеканки с использованием пластических свойств серебра. Мастер вертикально направлял чекан на поверхность предмета и ударом молотка вбивал узор. Декор, выполненный в технике чеканки, составлялся из комбинаций отдельных углубленных узоров.
В традиционном представлении казахов серебро, обладающее мягким светлым блеском, подобно лунному свету, наделялось целебной, очищающей, охранной силой. Оно считалось способным содействовать благоденствию, счастью и здоровью семьи. Поэтому серебряными декоративными элементами инкрустировали посуду, мебель, решетчатый деревянный каркас юрты, конское снаряжение. Повсеместно существовала техника литья койма. Расплавленное серебро вливалось в форму, а после остывания и выемки изделия из формы оно обрабатывалось напильниками для устранения неровностей. Отлитые предметы характеризуются некоторой расплывчатостью очертаний узора. По процарапанному рисунку делалась также сквозная резьба, что осуществлялось выбивкой зубилом или способом выпиловки. Далее резные края обтачивались, благодаря чему они становились ровными, слегка закругленными. В углубленный рисунок помещали черневой порошок, а затем нагревали предмет до плавления черни, либо сразу же вливали расплавленную чернь на подогретую поверхность изделия. После остывания ее полировали до блеска. Эстетический эффект украшений, декорированных данной техникой, достигался за счет сложности и разнообразия силуэта, орнаментального рисунка, цветового контраста светлого серебра и черни. Серебристый фон часто заштриховывался зигзаговидной линией, вызывающей ощущение вибрации, подвижности фактуры, а чернь полировалась, что создавало дополнительный эффект. Присутствие камней в украшениях было всегда желательным явлением. Вставленные в изделия камни именуются у казахов словом «тас» – камень или «кос» – глаз. Это образное выражение не случайно, так как камни, вставленные в украшения, наделялись в народе охранными свойствами. Широко использовался у казахов в качестве оберега сердолик – акк, часто оправленный в серебро. Его вставляли в украшения, что должно было защищать от болезней, насылаемых нечистыми силами. Бирюза не только приносила счастье, в случае болезни она темнела. Коралл маржан оберегал от порчи, наговора и одновременно способствовал жизненному благу и, что очень важно, многочисленному здоровому потомству. Казахские зергеры владели 3 видами филигранной техники ширатпа – накладной, ажурной и бугорчатой. Вначале мастера подготавливали проволоку нужной толщины, для чего она протягивалась несколько раз через ряд уменьшающихся в диаметре отверстий в стальной пластине сымтарткэш. Затем эти тонкие проволоки использовались по одной, либо по 2, скрученные меж собой, либо по 3 проволоки, сплетенные в косичку. Некоторые мастера применяли вальцы как гладкие, так и с различными узорными профилями. Проволока, пропущенная через них, сплющивалась, и получалась ленточка с разнообразным узором. Обычно набранный на предмете филигранный серебряный орнамент
мастера закрепляли железной проволокой, после чего посыпали легкоплавким серебряным припоем и выдерживали на огне. После пайки снималась проволочная железная решетка. Эти же процедуры лежали в основе получения ажурной скани, за исключением того, что орнамент набирался на бумаге, сгорающей при обжиге. Узоры же скреплялись между собой перемычками. В технике накладной скани изготовлялись пышные филигранные розетки, воспринимающиеся застывшими на миг цветами. Филигранные изделия, как правило, дополнялись зернью, припаиваемой пинцетами. Зернь изготовляли из обрезков проволоки, пересыпанных угольной пылью и плавленных в тигле. Обычно сочетали зернь разных размеров. В целом, тонкость и изящество филиграни, изысканность орнамента, цветовая звучность камней, игра светотени зерни составляли основу художественного строя этих изделий. Эти ажурные украшения, металлическое кружево которых эффектно обозревается на просвет на фоне бархата или кожи, воспринимаются нежными и воздушными. Особую прелесть сообщают изделиям сияющие россыпи зерни в спиральном обводе, ассоциирующиеся с мерцающими звездами. Также осуществлялось тиснение без матрицы. Оно давало возможность создавать высокие и низкие рельефы. Мастер накладывал на односторонний штамп подогретый тонкий серебряный лист и ударял поверх полотна свинцовой подушкой. В итоге получался мягкий, высокий рельеф. Так изготовлялись обычно золотые, серебряные листовые обкладки для различных изделий, выполненных из меди, бронзы, железа. Повсеместно применялась техника штамповки калыптома. Были штампы, воспроизводящие украшения целиком или в частях. Объемная штамповка осуществлялась с помощью штампов и матрицы. На штамп накладывалась предварительно нагретая серебряная пластина, затем сверху клали матрицу и ударяли молотком. Производились изделия как с двухсторонним декором, где спаивались обе штампованные половины, так и с односторонним. Изделия, выполненные таким способом, отличались относительной толщиной, довольно четким рисунком, а также наличием объемных форм. В углубленный узор ювелиры размещали также эмаль мина. Ее зергеры изготовляли из сплава стекла, окрашиваемого окисями металлов в различные цвета. Эмаль наносилась на металл в коллоидном состоянии, после чего она подвергалась обжигу. В целом, сочетание яркой эмали, солнечного цвета позолоты, рельефного чеканного орнамента образует украшение повышенной декоративности. Способом гнутья из проволоки различного диаметра изготовлялись как цельные украшения серьги, височные подвески, кольца, так и их составные части – подвески, соединительные детали, декоративные элементы. В казахском ювелирном деле было распространено плетение цепей, занимавших важное место в украшениях. Издавна существовало поверье о том, что звон металлических украшений будет отпугивать отрицательные силы, а блеск серебра будет отражать все негативное. Плетение цепей требовало особой усидчивости и высочайшего мастерства. Виды плетений различались огромным многообразием. Постоянным элементом костюма казашек были украшения для кос. Эти изделия делились на шолпы и озбели-шашбау. Шолпы составлялись из подвижно соединенных частей, круглых блях, полусферических, плоских, ажурных медальонов различной формы. Озбели-шашбау отличались значительной длиной, состояли из серебряной цепи либо шерстяного, шелкового шнура с нашитыми декоративными элементами.
Браслеты также один из непременных атрибутов туалета, без которых женщина ощущала себя уязвленной. В народе считается, что ношение браслетов предупреждает боль в суставах, усиливает ритуальную чистоту рук, отгоняет нечистые силы. Но что особенно важно, браслеты удерживают жизненную силу. Мастера также изготовляли пуговицы, которыми не только застегивали верхнюю одежду, но и нашивали их на головные уборы, камзол и платье. Лучшие образцы пуговиц дорого стоили и передавались из поколения в поколение. Ювелирные изделия создавались зергером в неспешном ритме. Для него это было своего рода медитацией. Он вкладывал в них большой объем информации, то, что желал заказчик, а также то, что волновало его самого и что было значимо для конкретного общества. Этот факт определяет эстетический магнетизм лучших образцов традиционных ювелирных изделий, одухотворенных личностью зергера, творческая деятельность которого была загадочной в восприятии окружающих. Воображение ювелира шло в неординарном направлении. Источником вдохновения для ювелира являлась флора, фауна, космос, предметный мир, а также этническая подпочва. Судя по характеру казахского ювелирного искусства, можно отметить присущую зергерам выраженную космопсихологию, тенденцию к абстрактному мышлению. Украшения пользовались большим спросом среди всех социальных слоев общества, что определялось не только их эстетической природой, но и рядом функциональных значений, связанных с обычаями, обрядами и со всем идейно-религиозным комплексом. По казахскому этикету девушке и женщине не пристало быть без украшений, поскольку их отсутствие символизировало траур, поэтому они сопутствовали им с малых лет всю жизнь. Прокалывание ушей, расцениваемое как обязательная своеобразная инициация для девочек, по значимости не уступало обрезанию. Особую нарядность облику девушки придавали нагрудные украшения. Широкое бытование имели среди казахов серебряные амулетницы 4 типов: треугольной тумарша, прямоугольной колтакша, трубчатой бойтумар и сочетанием 3 форм. Весьма своеобразные, крупномасштабные серебряные украшения оноржиек с вертикальной конструкцией. Охранное значение амулетницы имели не только благодаря содержимому, но и форме. Треугольная форма выражала понятие 3 уровней мироздания и одновременно женского начала. Трубчатая олицетворяла космический кол, фалос. Трубчатая с треугольной символизировала идеи плодородия, соединения женского и мужского начал. Прямоугольная символизировала 4 стороны света. В традиционном сознании казашек живы представления о том, что если нечистые духи могут войти в женщину через уши и волосы, то энергетика постепенно уходит в основном через ладони. Поэтому женщины из-за боязни потерять последние силы обязательно носили браслеты. Перстни ярко отражали не только художественно-эстетический уровень владельца, но и имущественно-социальный статус. Они использовались в качестве амулета, оберега, обменного дара в дипломатических отношениях, знака в межполовых связях, указывая на наличие особых чувств. По сути, перстнем можно было без слов выразить тайные желания и помыслы, дать знак интимного содержания. Мужчины носили перстни балдак. Лица, занимавшие административные, служебные и военные должности, владели именным перстнем, миндалевидный щиток которого служил печатью. Богатые мужчины, главы родов, носили также массивные перстни.
Ювелирные изделия, почти обязательно присутствующие в той или иной мере в будничном костюме, наиболее полно и красочно демонстрировались в свадебном наряде. Самым дорогостоящим, а также наиболее значимым в декоративном и семантическом отношениях являлся головной убор саукиле. Этот убор конической формы поражал воображение, прежде всего масштабом и необычностью своей формы. С ним бережно обращались, его нельзя было ронять, класть на бок. Обычно невестка ставила саукиле на поклажу, придавая нарядность интерьеру юрты. Во время войн и набегов отбирались богато декорированные саукиле, считавшиеся ценным трофеем. От боковых краев нижней части головного убора дождем не спадали ряды коралловых бус. Кроме этого, были тяжелые серебряные, иногда многоярусные височные украшения, часто соединенные декоративной цепью с подвесками. Нижний край саукиле обшивался вокруг рядами серебряных фигурных пластин, коралловой сеткой или серебряной цепью с подвесками в виде бубенцов, семян, свисающими на лоб. Изобилие сверкающих серебряных украшений, а также сияние самоцветов призваны были усилить обаяние невесты. Характер труда, в котором практически отсутствовала коллективность производственной деятельности, способствовал некоторой замкнутости, изолированности ювелиров уста. Ремесло требовало не только тщательной выучки, но и сосредоточенности, особых творческих усилий, что в свою очередь способствовало формированию молчаливого, сдержанного в чувствах твердого и благородного духа. В личности ювелира уста аккумулировался целый спектр функциональных обязанностей. Он вбирал в себя весь предыдущий опыт, был автором новых решений в рамках традиции, а также выражал эстетические вкусы своего народа. Кроме этого, мастер должен был обладать полным знанием символических ориентаций этнической среды, поскольку его продукции придавался глубокий знаковый смысл.